Всем привет! Меня зовут Настя, и вы на канале X-Stitch Vibes. Как вы понимаете по обстановке на кадре, я сейчас у бабушки снова. Приехала в гости. Сегодня чудесное солнечное утро. Очень радует такая погода осенью, хотя сейчас я записываю это видео, и у меня идет пар изо рта. И все растения покрыты изморозью, потому что ночью, видимо, была минусовая температура. У нас градусника нет, поэтому мы не знаем, но судя по всему, так оно и было. Воздух такой морозный, свежий. И это очень классно, когда живешь в своем доме, что можешь вот так вот выйти утром, поздороваться с природой, с миром, с новым днем. Мне очень нравятся эти моменты. И я решила выйти и поздороваться вот так вот с вами. Как видите, взяла я с собой свой грузовик Санты. Осталось мне совсем чуть-чуть, буду его заканчивать. Конечно же, взяла с собой еще процессы, буду начинать новый. В общем, надеюсь, этот влог будет интересным. Желаю вам приятного просмотра. Всем снова привет! Я уже вернулась в город. Очень хотела я поснимать у бабушки, думала, что буду делать там красивые кадры, как-то все-таки в своем доме, на улице мне очень нравится снимать, потому что как-то, на мой взгляд, получается более атмосферно. Но, к сожалению, ничего у меня не получилось, потому что погода меня подвела. Солнечный день был вот тот единственный, в котором я вам снимала приветствие. А потом дни пошли такие пасмурные, дождливые, либо если вот стояла солнечная погода, то было очень ветрено, настолько, что все сдувало, и невозможно было бы что-то поснимать на улице, поэтому все мои красивые кадры, которые я уже себе придумала, они накрылись медным тазом. А в доме сейчас у бабушки, проблематично организовать какую-то съемку, чтобы это было не совсем на коленке, потому что сейчас всякие мероприятия подготовительные к зиме, засолки и так далее, и, в общем-то, негде мне было приткнуться. Так что я ничего там не снимала, зато усиленно вышивала. И закончила я там свой грузовик Санты, хотя, вернее, это не грузовик Санты, это наш грузовик, если посмотреть на фамилию, которую я здесь вышила вместо надписи Санта-Клаус. Вот такой вот классный сюжет у меня получился, оформился, вернее, конвертировала я его в картину, но пока еще не оформила. И по этому сюжету у меня уже есть отдельное видео, первая часть, где я подробно рассказываю, что меняю, почему меняю, и так далее. И также будет вторая часть этого видео, где я уже представлю полностью законченную работу. Может быть, она уже вышла, я думаю, она выйдет раньше, чем этот влог. Так что не буду подробно останавливаться на этой работе здесь, просто покажу вам, что закончила ее, и мне очень нравится то, что получилось. И, естественно, я брала к бабушке еще вышивки, не могла я туда уехать только с одной работой. И вот такой вот старт у меня случился, пока я была в гостях у бабушки. Это сюжет Банни от компании Ланарте. Вот такой вот замечательный зайчишка. Мне очень он нравится. И мне нравится то, что он милый, но в то же время не мультяшный. Здесь такое тонкое сочетание винтажности, реалистичности и милашности в этом сюжете. И получается вот именно та квинтэссенция вот этого всего, которая мне очень сильно нравится. Я не люблю мультяшные сюжеты, я не люблю слишком милые сюжеты, которые, настолько милые, что вот они, знаете, как зефир, который очень сладкий, да, то есть вот, настолько вот высокая степень вот этой сладости и мимимишности, что тебя даже немножко тошнит от этого. Вот такие сюжеты я не очень люблю лично для себя. И мне нравятся сюжеты, где есть какая-то милота, но градус вот этой милоты, он такой очень, очень определенный и скрадывается какими-то другими параметрами. И в данном случае вот это вот скрадывает винтажность этого сюжета. Лично мне кажется, что он вполне себе такой винтажненький. Основу сюда я выбрала Cashel в цвете 309. Вам сейчас, насколько я могу видеть, передается он как более серый, но на самом деле это такой легкий бежевый цвет, немножко такой даже с какой-то такой
ну, мне кажется, это какая-то медовость у этой основы. Вот мне она всегда такой легкой медовой кажется. Вот. Ну, нет, вам, конечно, она не передается. Но я думаю, что эта основа, ну, мне кажется, у многих, наверное, есть. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. В общем, взяла я сюда вот эту основу. В сюжете 20 цветов. Вы представляете, 20 цветами достигается такая реалистичность. Хотя с этим сюжетом тоже такая интересная история. Когда я его начала вышивать, начала его здесь вышивать вот сушек, и вот так вот дальше пошла вниз. И я вышиваю по цветам. То есть я беру, допустим, вот этот темный цвет, хотя здесь два темных цвета. Беру один темный цвет и вот так вот им здесь все вышиваю, потом здесь вышиваю, потом вот здесь. Потом я беру другой, допустим, темный, и также вот по тем крестикам, которые у меня уже отшиты, они мне как бы служат таким ориентиром, и я уже вот дальше накладываю следующий цвет, потом накладываю следующий цвет. Ну, то есть я вышиваю так, пока мне не надоест этот цвет, и я не захочу повышивать каким-то другим. Мне нравится такой способ вышивки, ну, естественно, при нем картинка цельная, то есть цельное ушко, оно появляется не сразу, а тогда, когда у тебя уже и так вот здесь вот очень много других цветов наложено, и ты уже просто задаешься целью, что, ну, как бы можно ушки-то и доделать. И вот на этом этапе, когда я отшила вот так вот рядами, да, ну, условными рядами, потому что это неровные, но как бы вот этими цветовыми полосами я отшила несколько цветов, но в то же время сами ушки у меня не были еще закончены. Мне стало вдруг казаться, что это прогон какой-то. Что это вообще такое? Что это за рябой такой заяц получается? Что это за ужас такой? В общем, я расстроилась, подумала, что ну как-то что-то не то получается, но решила все-таки доделать до конца хотя бы уши и вот эту вот часть головы, чтобы посмотреть, что же будет, ну, когда закончишь все цвета, да, все цвета уже будут присутствовать на вышивке, и вот когда добиваешь все цвета в какой-то элемент, то ты просто сидишь и так, вау, да ладно. То есть в моменте отшива тебе кажется, что это, ну извините, фигня какая-то, что это ужасная проработка, что это какое-то прогонище, что это не пойми что, и ты боишься за результат. Но когда ты вот этот момент преодолеваешь, зашиваешь все цвета, и перед тобой уже законченный какой-то полностью элемент, ты сидишь, и просто у тебя нет слов от восторга, потому что настолько получается все гармонично, настолько получается реалистично, что ты думаешь, вот в какой момент случилось это волшебство, когда вот это вот произошло, переход от вот этого состояния, что это за фигня, до полного восхищения тем, что ты видишь у себя отшитым. Вот у меня с этим сюжетом в начале было именно вот так. Сейчас, конечно, я вот здесь вот вышиваю, и я думаю, что когда я буду добавлять, здесь у меня пока один цвет отшит, когда я буду добавлять сюда еще цвета, у меня, наверное, снова вот это вот возникнет ощущение, что ну это прогонище какое-то. Но теперь я уже не буду вестись на эти эмоции, потому что я знаю теперь уже, что впереди меня будет ждать вот такой вот потрясающий результат и такая вот реалистичность просто, вот, ну, настолько он милый, но так его хочется прям потискать, а вот этот его глазик, не знаю, мне кажется, он ну, настолько объемный, что у меня даже мама с бабушкой спрашивали, а там что, пуговичка пришита или бусинка какая-то выпуклая? Но когда я им показывала уже поближе, они такие, ну да, действительно, нету тут ничего, и такие типа, вау, как классно, какой объемный глаз получается. Особенно, конечно, этот сюжет. Вот если я вам поднесу поближе, что там у нас с фокусом, все ли нормально, то поближе, ну, все равно, мне кажется, он хорошо смотрится, но поближе, конечно, ты начинаешь видеть, какое здесь количество цветов, да, то есть как-то немножко он становится таким более пиксельным. Но когда вот его отдаляешь, то вот это вот пиксельность, да, она скрадывается, и уже на каком-то небольшом расстоянии ты видишь вот этот потрясающий результат и вот эту потрясающую реалистичность. То есть это не тот сюжет, который нужно смотреть с расстояния 2-3 метров, и тогда только будет что-то красивое. Нет, здесь совершенно не так, но при этом во время отшива и при близком рассмотрении ты видишь какую-то
ну, ты видишь количество цветов. Хотя мне кажется, что 20 цветов для такого реалистичного сюжета это очень мало. И мне, к примеру, не составляет труда. Вы можете подумать, что да, вот здесь вот так, ну, много используется коричневых, и из-за этого вышивать сложно, как-то вот пестро, да, там, наверное, какая-то сложная схема. Но мне лично не сложно. Я вышиваю по цветам, то есть я выцепляю в схеме какой-то один значок, вот как вот здесь вот, и вот я пошла его вышивать. Следом я буду выцеплять какой-то другой значок, и я пойду вышивать уже его. И у меня вот так вот будет наслаиваться, и вот при таком способе вышивки мне совершенно не трудно такие вот сюжеты отшивать. Так что я безумно я очарована этим зайчиком, хотя, строго говоря, это не зайчик. Я его все время зову зайчиком, но когда я начала вышивать этот сюжет, у нас с подругой зашел разговор, кто же это все-таки, зайчик или кролик. И путем исследования информации мы выяснили, что все-таки это кролик. И также я узнала, что бывают дикие кролики. Я почему-то раньше думала, что если дикая вот животное заячьей породы какой-то, да, то это непременно заяц. А кролики это только те, которые вот такие домашние, и в дикой природе сами по себе они не существуют. Но оказывается, что есть дикие кролики, от которых пошли породы современных вот одомашненных кроликов. И эти кролики реально такие милые. Я вставлю сейчас вам фотографию, надеюсь, YouTube не посчитает это каким-то нарушением и все это дело пропустит. В общем, ставлю вам фотографию дикого кролика, и мне кажется, вот он просто копия того, что есть вот в этом сюжете. Я просто, честно говоря, потрясена этой разработкой. Я впервые вышиваю ланарты, и теперь мне хочется вышить что-нибудь еще. В этой серии, кстати, есть еще белка, которая грызет семечки. Есть, по-моему, мышка и кто-то вот еще, но я уже не помню кто. Из всей этой компании мне нравилась белка, нравится еще белка, но она такая немного, знаете, чумовая. Белка грызет эти семечки. Не знаю, буду ли я вышивать, я не особо серийная вышивальщица, у меня редко случается такое, что я хочу вышить прям целиком какую-то серию. И, вероятнее всего, я остановлюсь только вот на этом зайце-кролике, и он будет у меня таким представителем этой серии, но серия реально крутая, и также вышли новинки с птичками у Ланарты вот не так давно. Тоже мне там понравились сюжеты, и я бы даже рассмотрела что-то для себя, но пока, насколько я знаю, нигде их в продаже нету, и где и когда это появится, неизвестно. Так что вот такого кролика я сейчас вышиваю, это мой основной процесс на данный момент, но думаю, что я его уже в скором времени закончу, потому что вышивается он реально очень быстро. Вот эту вот часть я вышила за, сейчас скажу вам, за сколько дней, дня за 3, наверное, или даже, ну нет, не за 2, дня за 3, да, за 3 дня, но это при том, что я не сижу, естественно, не вышиваю с утра до вечера, и даже часов 5 я не сижу каждый день, то есть у меня получается в день, наверное, максимум это часа 2-2,5. Больше я не сижу и не хочу даже больше сидеть, потому что меня тогда начинает раздражать вышивка, и если я в какой-то день просижу прям много часов за вышиванием, то потом, вероятнее всего, будут дни, несколько дней, когда я не буду вышивать совсем. То есть мне лучше вышивать по немного часов в день, то есть немножко повышивала, да, но зато тогда я буду вышивать каждый день. А если я буду вышивать целый день какой-то, то потом у меня будет период невышивания. Также здесь есть бэкстич, вот здесь вот вы видите, на ушках я уже начала его делать, здесь несколько цветов бэкстича, но опять же это все очень легкий такой бэк, вообще совершенно ничего напряжного в нем нету. И он как бы будет придавать такую, знаете, некоторую взлохмаченность, что ли, этому кролику. И мне кажется, вот этот бэк такой вот, он тоже какую-то винтажность ему добавляет. Но еще вот я не доделала. Вот здесь тоже еще будет. Я просто вот немножко сделала, чтобы посмотреть, что будет получаться. В общем, потрясающий кролик. Мне очень нравится. Сегодня ходила в Wildberries и получила вот такой вот набор.
от Жар Птицы на пластиковой канве, но этот набор не для меня. Недавно я была у бабушки в гостях вместе с мамой, и моя мама вообще вяжет, но так получилось, что у нее закончились все нитки для вязания, заняться ей было нечем, она сидела, скучала, а у бабушки была натянута канва с напечатанным рисунком, и я предложила маме попробовать повышивать, так как все-таки легче пробовать, мне кажется, на канве с нанесенным рисунком. И здесь была довольно-таки качественная канва, где рисунок хорошо совпадает по клеточкам, и не нужно гадать, каким же цветом здесь нужно вышивать. Вообще я уже давно пытаюсь маму приучить к вышивке, но она все время отказывается, говорит, что вязать ей нравится больше, что вышивать крестом вообще очень сложно, что у нее не получится. Хотя я считаю, что вышивать крестом очень просто и очень легко, а вот вязать, мне кажется, действительно сложно. Я вязать не умею. И сколько раз я пробовала, у меня как-то не складывается, потому что нужно считать, а я и счет — это такие вещи очень плохо совместимые. И мама от нечего делать согласилась попробовать, все у нее получилось хорошо, быстро она сообразила, чего, как и куда. Ну, я же говорила, что ничего сложного нет. И после этого я ей предложила, что, мол, давай я тебе подарю какой-нибудь наборчик, и ты будешь иногда вот отдыхать от вязания, может быть, будешь что-то вышивать, но все равно будет более разнообразная какая-то деятельность для досуга. И мама согласилась, мы стали смотреть, и я ей рассказала про вышивку на пластиковой канве. Ну, мама, естественно, видела у меня вышитые работы на пластике. Ее это заинтересовало, потому что это не картина, и можно оформить или в магнит, или в новогоднюю игрушку, или просто в какую-то, ну, такую а-ля вышитую статуэтку. Мы стали с ней смотреть на Wildberries наборы от Жар Птицы, и маме понравился вот такой вот сюжет с цветами в кувшине. Мне этот сюжет тоже нравится, поэтому я очень рада, что она выбрала именно его, потому что, но я ей, кстати, не говорила, что он мне тоже нравится, то есть это был чисто ее выбор. Но если она вдруг забросит, не захочет продолжать вышивать, или ей не понравится вышивка на пластике, то я его с радостью заберу и продолжу. Мне нравится этот сюжет, нравится здесь цветовая гамма, нравится, что вот этот кувшин, он такой необычный какой-то. Единственное, что мне здесь не нравится, это вот этот белый бэкстич на вышивке. Я уже как-то говорила, что я не люблю белый бэк, для меня он смотрится неаккуратно, прерывисто, и если на канве еще можно сделать как-то, чтобы он шел в одну линию, то на пластике это будет довольно сложно, поэтому я думаю, что вот этот белый бэкстич мы заменим на какой-нибудь другой. Так что вот, жду я уже, когда пойду к маме в гости, унесу ей этот набор и буду объяснять какие-то моменты вышивки на пластике, и надеюсь, она все-таки его вышьет, и потом мы соберем, будем собирать в такую статуэтку с подставкой, чтобы это, ну, можно было где-то поставить и украсить свой дом. А себе я забрала на Wildberries вот такую вот подставку хэллоуинской тематики. Это тоже МП Студия. У них выходил на пластике, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом году такой домик хэллоуиновский, и предполагалось, что он будет вот сюда вот размещаться. Но домик тот меня особо не трогает, а вот когда мы с мамой смотрели наборчики на Wildberries, я увидела эту подставку, и почему-то как-то по-другому я на нее посмотрела, она мне вдруг понравилась. Я подумала, что будет круто, если покрасить ее в черный цвет и вышить что-то или осеннее вот сюда повесить, или, ну, на хэллоуинскую, может быть, тему. Много сюжетов от Милхила, например, которые осенней тематики, но они маленькие, они мне нравятся, но я не знаю, куда их применять, потому что магниты я для себя не вышиваю. Я сейчас не вешаю магниты на холодильник. Все время стоит вопрос, куда применить эти маленькие вышивки, если магниты я не делаю. Елку мы сейчас не ставим, потому что у нас 3 кота, и однокомнатная квартира, очень сложно сделать так, чтобы елка и коты жили в безопасности друг от друга. И мне кажется, вот такая вот подставка, куда можно повесить сюжетик какой-то, это классная тема. Но думаю, что буду эту идею реализовывать уже в следующем году, не в этом. В этом у меня и так уже очень много желаний, а времени до конца года осталось не так-то уж и много.
Всем привет! Я уже закончила практически своего кролика, остался мне на нем бэкстич, поэтому покажу вам его уже тогда, когда он будет полностью готов для выхода в свет. И так как кролика я заканчиваю, то встает вопрос, что же вышивать дальше. Этот приятный для всех вышивальщиц вопрос. Вот он встал и передо мной. И я сижу, думаю, какой же у меня будет следующий процесс. Вообще я не однопроцессница и в то же время не многопроцессница, то есть я не могу вышивать один процесс. Ну, если это только какой-то небольшой или маленький процесс, я могу его начать и вышивать, не отрываясь, не отвлекаясь до конца. Но если это большой процесс или средний процесс, но особенно, конечно, если большой процесс, то я не могу вышивать от начала до конца, мне нужно на что-то переключаться, и поэтому у меня бывает несколько процессов, но в то же время я не могу отнести себя к многопроцессницам, потому что если процессов больше определенного количества, то мне сразу становится некомфортно, на меня давит их число, поэтому для меня оптимальное, если это большие процессы, то 2 процесса. Если это смесь одного большого и, допустим, один средний, один маленький, или один большой и 2 маленьких, то это 3-4 процесса. И хочу вам сейчас показать все свои начатые процессы, а заодно избавиться от одного процесса. Первый процесс, который я вам покажу, это вот эти садовые цветы от компании Dimensions. Показывала я их уже на канале. Ничего у меня в них сейчас не продвинуто с того момента, потому что процесс вот лежит, дожидается своего часа. Что тут, ниточка какая-то? Надо будет разобраться с этим моментом. И сейчас у меня немножко нет на него настроения, хотя я бы хотела завершить его до конца года. Вообще у меня есть такая идея закончить все процессы и в Новый год войти с одним процессом или вообще без процессов и начать уже что-то после Нового года. Не знаю почему, но есть какая-то такая тяга к обнулению, к чему-то такому. Не знаю, есть ли еще такие вышивальщицы, есть ли у кого-нибудь еще такие желания возникают перед Новым годом, к концу года, но вот у меня такое желание возникло. И, в принципе, по сути, процессов у меня немного, и они небольшие, поэтому моя идея, она имеет все шансы реализоваться. Но этот процесс я пока сейчас продолжать не буду, я его откладываю и покажу вам другой мой процесс. Это вот такой оберег домашнего очага от компании Panna, но он у меня вышивается не по набору, он у меня вышивается подбором. Здесь основа Эдинбург винтажный мокка, нитка DMC вот такая вот, меланжевая, номер 115. И также у меня здесь используется бисер, это бисер Тоха, номер 25D в размере 15, то есть это петит. Вот такая вот компания. Давайте чуть-чуть поближе. Сори, конечно, по поводу света и по поводу фокуса тоже, но я снимаю на телефон, поэтому качество такое вот, какое оно есть. И плюс световой день сейчас короткий, очень сложно поймать какое-то хорошее освещение. Вот эти материалы, и вот что у меня получается. Опять же, давайте покажу поближе. Ох, тут еще у нас солнышко закатное. Вот, кстати, по-моему, видно сейчас хорошо, как светится вот здесь. Да, вот так вот красиво видно, как светится бисер на крыше дома. Также вот здесь вот у меня в ручке есть бисер. И вот такая вот. Конечно, красиво, очень красиво. Но я никогда не питала какой-то любви к этому сюжету. Более того, композиционно он у меня вызывает некоторые вопросы. Но случилась вот такая вот, ну, я думаю, у всех вышивальщиц бывает, на эмоциях ты берешь, вышиваешь какой-то сюжет, который, хотя тебе никогда раньше не нравился, но вот случилась какая-то эмоция, да, этот сюжет попался тебе на глаза, и ты на этой волне начинаешь его вышивать. А спустя время ты понимаешь, что, ну, это было кратковременное явление, и дальше тебе не хочется этого вышивать, этот сюжет. Вот так же случилось у меня
с этим процессом. Я его начала вот так вот на эмоциях в начале года, где-то в январе-феврале я его повышивала, а затем забросила. И сейчас у нас середина октября, и процесс мой вот в таком вот состоянии. Мне очень нравится мой подбор материалов, мне было бы интересно посмотреть полностью на готовую работу, да, как она будет с таким, ну, да, с такими материалами смотреться. Мне интересно посмотреть вот полностью, конечно, как здесь будет выглядеть крыша с бисером. По-моему, где-то тут что-то я еще хотела бисер добавлять. Хотела я еще шармик сюда пришивать, уже даже подобрала, но были у меня уже попытки избавиться от этого сюжета, но все время пересиливал вот этот интерес, потому что, ну, мне нравится вот в плане материалов, мне реально нравится, что я подобрала, и мне было бы интересно посмотреть на результат. Но сейчас я понимаю, что мне не настолько интересен этот результат, чтобы тратить на него свое время. Поэтому с этим сюжетом мы будем прощаться. Зачем тащить чемодан без ручки? Ну, если он лежит столько, да, и я понимаю, что вышивать его не буду, и постоянно я ищу оправдание, чтобы его не вышивать, то, ну, а зачем? Для чего? Столько сюжетов классных, а времени как бы не так-то уж и много. Поэтому ничего, я сохраню эту идею по материалам, возможно, когда-то более какой-то подходящий для меня сюжет, который действительно, которым я загорюсь и уже не брошу, и вот там эту идею с материалами я использую. В общем-то, с идеями проблемы не возникает у меня. А вот когда доходит до реализации, это, конечно, уже другой вопрос. Так что этот процесс у меня снимается с повестки дня, у меня его больше нет. Все. Эту тему мы закрываем. То есть, таким образом, у меня остается сейчас в процессах только садовые цветы от Dimensions остаются. Кролика я вот закончу с минуты на минуту буквально. И встает вопрос, что же дальше? А дальше мне нужно вышить 2 новогодних сюжета. Это вот такие вот снеговики от компании Mill Hill, но вообще заготовки эти деревянные от Ольги Романовой. Ссылку на ее сайт я оставлю в описании. Кто смотрел мои вышивальные запасы, тот, наверное, помнит, что у меня было 3 таких заготовки, был еще снеговик в компании с этими сантами, но, к сожалению, случайно вот упал у меня этот снеговик, я не заметила, и, в общем, поставили мы там тяжелую мебель на него, потому что как раз это было во время передвигания мебели, такая беда случилась, и Санта не выжил после того, вернее, не Санта, а снеговик не выжил после того, как на него поставили неудачно тяжелую мебель. Так что осталось у меня только 2 заготовки. Ну, ничего страшного. Вот эта заготовка будет у меня точно вышиваться на подарок. Поэтому мне нужно с нее начать, чтобы вот успеть и закончить до Нового года. И до Нового года также и отправить ее. А вот этот Санта будет у меня вышиваться уже для себя. Так, что здесь еще сказать по этим заготовкам? Думала я их покрасить. Очень долго я сомневалась, красить их или не красить, потому что, конечно, мне кажется, было бы, наверное, интереснее покрасить их в белый цвет, но как-то вот сложно у меня с ними, я действительно вот с этими, вообще у меня никогда не встает проблем выбора, вот есть люди, которым сложно делать выбор, вот я не такой человек, я как-то в большинстве ситуаций очень быстро соображаю, чего я хочу и как мне будет нравиться больше, и поэтому выбор часто делаю тоже очень быстро, но и на старуху бывает проруха, и поэтому со мной тоже случаются такие ситуации, когда я не могу сделать выбор и реально, как Буриданов осел, сижу между 2 одинаковыми пучками сена. Вот так же было и в этой ситуации. Долго я размышляла, красить их или не красить. Мне казалось, что если я покрашу их в белый цвет, то они будут смотреться гораздо более стильно, интересно и все такое.
Но если их красить в белый цвет, то встает вопрос по задникам, потому что вот эти задники, они здесь очень хорошие, здесь хороший такой плотный фетр, они очень аккуратно сделаны. И вот этот цвет задников, он к вот этим вот основам, да, вот как они есть в таком натуральном цвете, они подходят очень хорошо по цвету сюда, прям вот прекрасно подходят, ничего здесь не гармоничного я не вижу. Но если покрасить деревяшки в белый цвет, вот эти подставки тоже, то уже как-то будет выделяться вот этот задник на фоне всего белого. И, соответственно, нужно с задником что-то делать, менять на другой. Но, честно говоря, мне не хочется с этим заморачиваться, потому что настолько вот они аккуратные и приятные, эти вот фетровые задники здесь, что мне хочется попользоваться ими, использовать прямо вот их. Поэтому деревяшки мои остаются некрашенными, будет вот так вот все на натуральном вот цвете дерева. Что-то опять какая-то шерсть у меня здесь, как всегда. Поэтому вот так вот и будет. И сейчас это будут вот мои процессы. Возможно, добавится, даже невозможно, я уверена, что добавится кое-что еще, но об этом немного позже. У меня вышивальный вечер, я уже заканчиваю зайчика, доделываю на нем финальный бэкстич. Здесь у меня моя вечная компания, с которой я вышиваю, два потягушки вот такие. И сегодня моя вышивка проходит под голос, я смотрю 10-й сезон. Люблю этот проект, но смотрела далеко не все сезоны. К примеру, мне не нравится голос 60+, мне не нравится голос дети. И также я не смотрела те выпуски, где была не в жюри Пелагея, в общем, где она в жюри отсутствовала. Но, кстати, первый самый сезон «Голоса» я тоже не смотрела, вот где она была в жюри, надо, наверное, как-то пересмотреть, вот. А этот сезон мы вот были опять же у бабушки, и мама у меня любит этот проект, она смотрела все сезоны, прям все-все-все, и вот она, кстати, наоборот, больше любит 60+, и детский голос, потому что в обычном таком классическом голосе играет часто та музыка, которая ей не особо интересна. А мне наоборот, здесь больше нравится музыка. И вот мы начали с ней смотреть в прошлые выходные, когда были у бабушки, и я решила дальше продолжать, в основном, конечно, из-за Пелагеи. Ну, в принципе, вот этот состав, который есть в этом сезоне, золотой состав, для меня он действительно золотой в этом проекте. Я считаю, что это самые классные наставники за время существования этого проекта. И мне кажется, они действительно дают людям полезные советы и говорят толковые вещи. Ну, то есть не просто там «какая вы красивая» или «ой, а где вы взяли эту сумочку», как было у некоторых наставников в некоторых сезонах, то, что я отрывком где-то видела. А здесь действительно какие-то комментарии, такие. Я не разбираюсь в музыке, но, на мой взгляд, действительно такое вот по существу, так скажем. Вот, и плюс сами композиции, которые здесь бывают, мне тоже очень нравятся. И часто после этих сезонов мой плейлист пополняется. Поэтому я вот сижу, кайфую, слушаю музыку. Кстати, уже у меня появился один фаворит. Прошло всего, я только начала смотреть второй выпуск, но во время первого у меня уже появилась девушка, у меня появилась девушка, так звучит. В общем, появилась там девушка, участница, за которую я буду болеть. Это Дарья Копейкина, которая пела Хава Нагилу. Если вы вообще не смотрите этот проект, но вы любите послушать музыку, да, просто найдите на ютубе, забейте просто Дарья Копейкина, Хава Нагила и послушайте. Это девушке 17 лет, но, как правильно сказала Пелагея, поет она как будто ей 1117 лет. Это действительно так, это очень круто. Невероятно мне понравилось, при этом девушка совершенно без какого-то жеманства, потому что мне не нравится в некоторых участниках есть такое вот какое-то жеманство, какая-то такая вот помпезность, излишняя самоуверенность. Часто это, кстати, бывает и у молодежи, которая приходит на этот проект. А вот эта девушка мне прям очень понравилась.
Ну, надеюсь, она и дальше мне будет нравиться. Так что вот пока за нее я болею, но надеюсь, кто-нибудь еще появится. Так что, в общем, заканчиваю я своего банни вот так вот очень приятненько. Ну что, закончила я вчера своего банни от Ланарте. Вот такой прелестный кролик у меня получился. Мне безумно нравится, но я уже не буду здесь в подробностях останавливаться на тех моментах о волшебстве этой разработки, о которой я вам рассказывала в предыдущих кадрах, потому что и так, мне кажется, я достаточно уже на этом остановилась. Могу только восхищаться и восхищаться тем, что у меня получилось. Сейчас, как мне кажется, основа вам передается более серой. И вот я смотрела недавно рукодельную неделю у Лили «Сплошные крестики». Там она показала такой фокус. Если положить белый лист, то цвет ткани должен откорректироваться в кадре и передаться более правдоподобно. Вот я хочу сейчас тоже это попробовать. Приготовила уже белый лист и сейчас посмотрю. Вот она у нас такая более сероватая. Вот я кладу белый лист, и мне кажется, что действительно основа стала более такой теплой. Напомню, что это Casual 309 цвета. Ну вот да, как-то вроде бы стало получше, но все равно, конечно, передавать цвет равномерки — это такая мучительная затея, поэтому уж как есть. Закончила я этого зайчишку, и сейчас я хочу его оформлять. Сейчас я это все отложу. И как я его хочу оформлять. У меня есть вот такая вот вышивка. Вот в такой раме. Это набор хлопок и черника. Или хлопок и голубика. Я все время путаю, какая здесь ягодка. В общем, вот такой сюжет от чудесной иглы. Оформлен он у меня вот в такой коричневый багет. И мне кажется, что этот багет прекрасно подходит к кролику. И я вам уже говорила о том, что в каком-то видео, что у меня есть такая идея по поводу взаимозаменяемости сюжетов для одного багета. И при моем отношении к вышивке, вообще к моей вышивальной жизни, эта идея вполне себе реализуема, потому что я не люблю сложное оформление, когда нужно там 10 слоев паспорту, какие-то сложносоставные рамы, или это рамы какие-то очень специфические, или это багет, вернее не багет, а паспорту с дорисовкой. Конечно, если оформляться вот так, то очень сложно реализовать такую идею, когда в одну раму или в одно оформление можно оформить две вышивки. Но так как я люблю простые, лаконичные, но в то же время вкусные оформления, ну, на мой взгляд, вкусные, да, потому что, конечно, здесь будет полная субъективность, и вкусы у нас у всех разные, да. На мой вкус мне все нравится, то, что я выбираю и подбираю в плане оформления. Вот, и при моем таком вот отношении, что я оформляю все без паспорту, без каких-то сложных рам, без дорисовок, то есть обычно у меня это какой-то вот такой, багет. Мне очень нравятся вот такие багеты под дерево, хотя это пластик. И вот они оказываются для меня такими вот универсальными, что я могу оформлять в них сразу несколько работ. Вот, к примеру, сейчас вот эта работа, она вышивалась у меня в прошлом году, и оформила я ее также в прошлом году, то есть уже больше года эта работа у меня провисела. Я уже немного, она мне нравится, все как бы прекрасно, но я немного от нее подустала, поэтому сейчас я буду эту вышивку убирать, а так как у меня здесь нарисовался прекрасный претендент на оформление, ему подходит эта рама, то мы сейчас просто поменяем и освежим интерьер сразу. Я уже здесь вот сняла вторую часть, задник. Вот он у меня лежит, да. Нет, вот этот задник, я его сняла, чтобы вырезать себе подложку, на которую я буду натягивать вышивку. Это обычный пивной картон, то есть вот эти два картона, которые вот здесь вот в комплекте, это мне вырезали в багетной мастерской. А сейчас, так как эта вышивка, хлопок все-таки занят,
вернее, картонка на хлопке занята, и я не буду снимать эту вышивку с оформления. То есть вот смотрите, я ее сейчас я вот здесь отогну, я ее вот так вот вытаскиваю просто, вот она у меня натянута вот так, я натягиваю на двусторонний скотч и потом еще вот так вот закрепляю. И натягиваю при помощи булавок, но я вам сейчас это немножко покажу. Но это ни в коем случае не мастер-класс и не призыв к действию. Это просто я показываю, как это делаю я. Рассказываю вам свои моменты вышивальной жизни. Вот так вот у меня все натянуто. И именно в таком виде эта вышивка будет у меня храниться, будет лежать в коробке со всеми вышитыми работами. Мне кажется, что это очень удобно, чем если бы у меня эта вышивка была оформлена в какую-то раму, и это оформление нельзя было бы снять, или оно было бы очень специфическое и не подходило к какой-то другой вышивке. И мне бы пришлось хранить именно вот с багетом, да, то есть это явно занимает больше места, это больше мороки, как это все хранить, куда это все приткнуть. Ну, я думаю, вы сами понимаете, что квартиры, жилье у нас не резиновое, и поэтому вот такой вот вариант с хранением вышитых работ вот в таком виде, да, мне лично очень нравится и подходит, особенно с учетом того, что в любой момент я могу вот этого зайца, которого я сейчас натяну, когда он мне надоест, а мне все надоедает со временем, и я ничего в этом такого не вижу, я от него подустану, я его просто вытащу, уберу, также вот в таком же виде отправлю в коробку с вышитыми работами, либо этот хлопок, либо, возможно, я еще что-то вышью, и оно будет подходить под этот багет, и я просто снова поменяю. И плюс этого всего вот хранить именно в натянутом вот в таком виде, то, что вы буквально за минуту можете поменять у себя дома композицию. Ну, мне кажется, это круто. Так что вот это я убираю сейчас в сторону. Багет тоже пока мне не нужен. И вот у нас, значит, задник, да, которым я буду закрывать. Тоже я его убираю. И вот она картонка, на которую я буду натягивать. Я уже говорила, что это обычный пивной картон. Покупала наборы, несколько листов в Леонардо. Он был больше по размеру. Я просто вырезала, как мне нужно. И сюда я уже наклеила вот двусторонний скотч. Вот такой вот обычный двусторонний скотч я покупаю. У нас он продается в магазине «Тысяча мелочей». Бывает также он в строительных магазинах, но в строительных магазинах иногда я вижу, что он идет как бы конкретно для обоев, для каких-то вот именно тяжелых картин. То есть я так понимаю, он какой-то более крепкий. Он выглядит вот точно так же, разный по ширине он есть. Но он стоит на порядок дороже. То есть все-таки, я думаю, он гораздо крепче, чем обычный двусторонний скотч. Вот такой скотч, да, очень крепкий, очень сильный, я не покупаю. Я покупаю вот такой вот обычный, который продается в канцелярских магазинах или вот в таких магазинах, как «Тысяча мелочей», да, где все-все-все есть, и он, ну, не стоит каких-то бешеных денег, да, то есть он дешевле, чем тот скотч, который я тоже двусторонний вижу где-то, ну вот, например, у нас я видела в Доминго в магазине такой продают. Вот, я такой не беру. В общем, я уже здесь вот все сделала, да, и сейчас я буду натягивать своего банни вот сюда с помощью вот этих вот обычных английских булавок. И потом я уже включусь и покажу вам, что у меня вышло. И вот что у меня получилось. Я уже натянула по одной стороне вот так вот на булавочки английские. То есть я еще ничего вот здесь сзади не приклеивала. Я просто натянула, выровняла. По двум сторонам я это сделала полностью. А здесь я просто закрепила вот так, чтобы, ну, как бы вышивка не ездила, да, не смещала с той центровки, которую я здесь выбрала. И сейчас я буду вот эти, вернее, вот здесь буду скотч отлеплять, приклеивать ткань, и потом уже вот эти булавочки я сниму с этой стороны и с этой, и сделаю точно так же вот по боковым сторонам, и точно так же приклею. Ну что, встретимся уже с натянутой полностью работой. Покажу уже вам вот так вот с рук, без штатива. Вот я натянула вторую, вернее, две другие стороны, боковые.
Вот. Здесь вот я сзади уже приклеила ткань. Здесь тоже. И сейчас буду вот приклеивать вот здесь. Так, ну что, я уже полностью все натянула, все приклеила. И оставила вот здесь вот один кусочек недоклеенный, уголок, чтобы показать, что я делаю с уголками. Я видела, что вырезают иногда уголки, то есть, ну, вот так вот вырезают, да, то есть я могла бы сейчас взять и вот это вот отрезать. И я так делала на некоторых работах, но в связи с тем, что я могу потом захотеть переоформить эту вышивку, и она может поменяться в размере, то есть подложка будет уже не такого размера, а, допустим, больше или меньше. Поэтому я сейчас не обрезаю, а просто вот эти вот уголки вот так вот складываю, треугольничек, ну, хотя не знаю, насколько треугольничек, ну, в общем, вы понимаете, что здесь вот они у меня, сейчас давайте поближе покажу, вот, видно? Да, то есть, что у меня вот здесь вот так вот наискосок как бы две стороны сложены, и потом я просто вот так вот конвертиком это или как назвать, не знаю даже. И просто вот так вот я, хоп, и закрываю. Все. Вышивка у нас натянута. Да, вы можете видеть, что вот здесь вот как бы в этих местах есть припухлости такие. Но, во-первых, это нисколько не мешает тому, чтобы вложить вот эту натянутую подложку в багет и сверху прикрыть задником. То есть ничего там не вздувается, все прекрасно этими штучками, которыми мы прижимаем задник, все прекрасно зажимается, да. Здесь, конечно, вот можно еще вот скотчем приклеить, чтобы... И, в принципе, я, наверное, сейчас это даже и сделаю. Вот здесь вот так вот. Чуть-чуть приклею скотч, чтобы... Нет, сейчас мы сделаем поровнее. Мне не очень удобно делать это на камеру. Почему я и не показывала вам на камеру этот процесс? Я... в процессе все это как-то прижимаю к себе, очень близко на это все смотрю, потому что вот так вот на расстоянии прямо вытянутых рук, чтобы я вам все не загораживала в кадре, мне это делать не очень удобно. Вот это максимум, на что я могла пойти на расстоянии вытянутых рук. Вот, все, я еще раз залепила, чтобы это как-то меньше топорщилось. Здесь уже я не буду, здесь так достаточно. Этот скотч у меня хорошо отходит от вышивки, и я уже снимала работы с оформлением, ничего у меня никаких следов не оставалось. Вот она, моя натянутая работа. И вот я вам что хотела сказать по поводу вот этих, да, вот вы видите сейчас, какие они так вот пухленькие, да. А теперь посмотрим вот на эту работу, которая пробыла год в натяжке. Сравните, насколько. Здесь также не обрезанные уголки, здесь они также у меня вот залеплены. И вот посмотрите, насколько они более плоские. То есть со временем вот это все, вот даже сейчас я пальцами прижимаю сильно, под действием картонки задника, плюс вот этих вот, не знаю, как эти штуки правильно называются, черненькие, которыми мы прижимаем, оно прижмется и будет вот такое же плоское, как и здесь. Здесь вот видите, со всех сторон прямо, вот, со всех сторон вот так вот это плоское. Ну, где-то оно чуть-чуть, ну, как вот здесь вот более плотное такое, потому что, видимо, больше ткани как-то. И везде по-разному, конечно, эти вот складываются. Где-то прям вообще очень вот плоско, да, вот если мы будем сравнивать. Вот какая разница. Но это все придет. Просто ткани нужно время, конечно, чтобы уложиться, и под тяжестью всего она сомнется, примнется, и будет все окей. Так что вот он, мой банни. И теперь нам остался только финиш, вставить его в рамку. Ну и вот что у меня получилось. Вот такое вот оформление. Показываю вам с рук, потому что со штатива у меня не очень получается показать детали конкретно в этой ситуации. Ну, вот так вот оформился мой заяц. Сейчас положу вот так вот рядышком лист белой бумаги. Видимо, это будет теперь мой аксессуар во время съемок, чтобы показать вам получше вот багет, вот он какой. Потому что издалека он кажется прям таким черным, да, на камеру, а на самом деле он вот такой вот.
Вот такой этот багет. Хороший багет, симпатичный. И вот он мой зайчишка прекрасный. Опять что-то у меня какие-то там ниточки на нем, но я потом беру. И вот здесь вот у меня есть инициалы. Вообще по схеме должны были вышиваться инициалы художницы Маржолин Бастин. Надеюсь, я правильно сказала ее имя. Но мне ее инициалы вышивать не хотелось, при всем уважении, потому что разработка действительно потрясающая, сюжет, ну вообще вот в плане реалистичности, ну я уже это все повторяла, да, вернее говорила, я уже не буду повторять, но реально это крутой дизайн, я прям преклоняюсь перед дизайнером, но инициалы вышивать не очень хочу. И решила вышить свои инициалы и вышила их на русском языке, то есть кириллицей. Вообще я не люблю кириллицу в вышивке, мне как-то вот не нравится, больше мне нравится латиница, и я пробовала варианты вот на схеме у себя, придумывала инициалы, как вот латиница их вышить, но, честно говоря, все-таки красивее всего получалось вот так вот кириллицей, поэтому, ну, везде бывают исключения, и в данном случае я решила ее использовать. Вот, в общем, классный, очень прикольный, не знаю, столько у меня, конечно, он эмоций приятных вызывает. Переместилась на балкон, потому что здесь все-таки лучше освещение, и вот действительно видно в целом довольно правдоподобно цвет основы и багет какой. Ну, багет, конечно, немножко опять темнеет, в жизни он чуть-чуть посветлее. Но вот так вот, мне кажется, лучше показать вам полностью это оформление. Если честно, в процессе у меня были сомнения по поводу полей, по поводу того, насколько хорошо этот заяц будет смотреться с этим багетом. Ну, при всей моей вот этой идее, да, взаимозаменяемости сюжетов для одного багета, я немного сомневалась. Но вот сейчас я вышла посмотреть просто при вот таком полноценном естественном освещении, потому что в квартире все-таки темнее, и вы знаете, я довольна. Мне реально нравится. У меня нет никаких сомнений по поводу полей, то, что они такие широковатые. Мне кажется, в самый раз здесь это все. И мне кажется, что багет, да, вот он хорошо сюда подходит. В общем, я довольна, если честно, своим экспериментом. Можно сказать, что шалость удалась. Вот. Но, конечно, не всегда такое возможно, да, и не подумайте, что я прям ярый противник сложного оформления, паспорту, дорисовок и так далее. Это абсолютно дело вкуса. Если кому-то это нравится, это здорово, да. Может быть, когда-то и я оформлю что-то из паспорту. Ну, с дорисовкой, конечно, вряд ли. Мне как-то вот хочется все-таки, чтобы на вышивке была прежде всего вышивка. Вот. Поэтому ни в коем случае не хотела никого обидеть, если вдруг кто-то что-то подумал, не думайте. Нужно делать все так, как нравится прежде всего вам, потому что все наши вышивки, они будут прежде всего висеть у нас дома, и прежде всего мы сами будем ходить на это, смотреть каждый день. И этим нужно руководствоваться всегда в первую очередь. Так что я довольна своей работой. Буду заканчивать этот влог. Он мне дался какими-то громадными усилиями. Почему-то все было против меня, пока я его снимала. Часто что-то обламывалось, часто что-то меня очень отвлекало, что-то не удавалось. Он растянулся слишком сильно по времени. Сложился он, в общем-то, вопреки. Поэтому я буду заканчивать. Желаю вам вышивального настроения. До встречи в комментариях. И всем пока-пока.